Всем привет! Меня зовут Мария Мироневич, и вы на канале «Как похудеть?». Мы с вами продолжаем марафон похудения по методу Мироневич. Сегодня я для вас приготовила меню на следующую неделю. И я уже даже ничего не буду говорить и каких-то планов, потому что, честно, заболела. Сейчас на самом деле чувствую себя лучше. Благодарю вас всех за поддержку, за понимание, потому что сегодня уже были, еще вчера, да, комментарии о том, что будет ли меню на неделю или нам приготовиться самим. Тут я должна вас похвалить, сказать, что вы молодцы, движетесь в правильном направлении и в правильном настроении. А сейчас я все-таки для вас меню подготовила и очень сильно надеюсь, что у нас получится снимать всю следующую неделю. Итак, меньше разговоров, больше конкретики. Итак, начинаем. Напоминаю, что питание у нас с вами трехразовое, состоит из основных приемов пищи. Самые обычные, всем привычные и знакомые. Это завтрак, обед и, конечно же, ужин. Далее. Конечно же, так как все мы люди, иногда просто хочется что-то еще закусить, иногда действительно между приемами пищи возникает голод, и поэтому мы с вами можем себе устраивать дополнительные перекусы. Про перекусы было отдельное видео, оно есть на канале. Скажите «перекусы Мироневич», и вам покажут все видео, подходящие под этот запрос. Итак, еще, конечно же, не забывайте пить воду. И касательно перекусов, обязательно фруктовый перекус, овощной перекус, допустим, салат вы перекусили, обязательно выпейте стаканчик воды. Это поможет вам не испытывать голода после фруктов. Итак, начинаем с завтраков. Еще вы спрашивали про то, как я питаюсь. Вообще, мой режим питания был это 8 часов завтрак утра, 14 часов дня это обед и 20 часов ужин за 3 часа до сна. Но сейчас у меня режим питания сменился. Почему? Потому что, честно, после переезда много дел, забот, и мы с Сергеем ложимся раньше, плюс еще младшая дочка пошла в школу, и мы не то что ложимся раньше спать, мы падаем раньше, поэтому ужин у нас сместился. Сейчас обед у меня также где-то в 13, где-то в 14 часов, а ужин у нас в 18, в 19. Стараемся сейчас даже ужинать в 6, потому что, честно, часто бывает такое, что я ложусь спать в 21:00 и все, то есть я не то что ложусь, я просто падаю. Поэтому ужин сейчас иногда в 6, но самое главное правило – это за 3 часа до сна. Нужно для того, чтобы себя после ужина и, во-первых, чувствовать сытыми, да, чтобы перед сном не испытывать голода, и, с другой стороны, чтобы ваш прием пищи вечерний успел перевариться, усвоиться, и с утра вы не чувствовали тяжести в животе, были отдохнувшими и испытывали здоровый голод, потому что когда мы ужинали, допустим, в 8 часов и ложились спать в 10, было как-то с утра некомфортно. Поэтому так скажем, опять интуитивным образом, таким методом проб пришли к тому, что все-таки если раньше ложимся, то раньше смещаем наш ужин. Итак, завтраки. Первый завтрак – это быстрый завтрак, вкусный завтрак, полезный завтрак. Каша кукурузная. Я кукурузную кашу здесь варю из паленты, то есть кукурузной крупы мелкого помола. Вы можете сварить самую обычную кукурузную кашу. Я в России всегда варила кашу в пакетиках. Это очень лично для меня было удобно. Нравится обычная крупа, варите так. И я буду кукурузной каши добавлять овощи, то есть это обжарю лук, морковку и сладкий перец. Овощи я подготовлю с вечера для того, чтобы с утра это все не занимало время. А так буду готовить ужин и между делом поджарю овощи. Порция каши это где-то 200 граммов, и 100 граммов вы можете добавить туда овощей. И будет очень вкусно, сытно, и вы получите необходимую клетчатку, то, что важно для нас в осенне-зимний период, когда фрукты и овощи не так доступны, как летом. Далее, день номер 2.
Взбитый творог завсегдатый наших завтраков, потому что это просто, это вкусно, это быстро, ну и на самом деле полезно. Порция творога где-то грамм 250, может быть, даже сейчас у меня 200. Почему? Потому что творог мы сейчас здесь покупаем 25% жирности, и он действительно очень-очень сытный. Поэтому мы сейчас наедаемся меньшим количеством творога. Это не потому, что я там решила меньше есть или еще что-то, просто чувствую, что вот он такой сытный, скажем так. Вот ваша порция творога до 300 граммов, если, допустим, вы употребляете творог 9% жирности или даже 5%. Далее, день номер 3. Омлет. Тоже классика завтраков, но его можно разнообразить, добавить туда сыр или овощи, или просто приготовить омлет и к нему подать уже тоже пассерованные овощи. Омлет – это 2 яйца и 60 мл молока. И на ваш выбор вы добавите либо овощи, либо сыр 50 граммов, что вам захочется, что будет у вас. Если не хотите использовать вообще никаких добавок, нет времени у вас на это или желания, то вы можете приготовить 3 яйца с 90 мл молока. Итак, завтрак номер 4. Это она, каша овсяная. Всем нам привычная, знакомая, кстати, вкусная и полезная. Каша овсяная – это геркулес, то есть это хлопья, которые требуют варки. Кашу я всегда варю на молоке пополам с водой, добавляю туда кусочек сливочного масла и присаливаю. Мед либо сахар в случае старшей дочки уже каждый для себя добавляет индивидуально. Я сейчас в каши сахар, мед не добавляю, потому что мне, в принципе, хватает натуральной сладости и как-то вот, ну, не хочется. Но это опять мои индивидуальные особенности. Так, порция каши это где-то 250 граммов плюс кусочек сыра. Завтрак номер 5. Тоже вкусный, простой и очень быстрый. Это кускус с овощами. То есть мы с вами приготовим овощи и потом туда добавим кускус, и все будет готово просто моментально. Опять ваша порция кускуса это где-то 250 граммов и еще кусочек сыра добавляем для того, чтобы у нас с вами была сытость. И ура, наступают выходные. Это значит, что как раз те самые 2 раза в неделю, когда мы едим с вами выпечку, уже наступили. Давно не готовила манник, соскучилась очень сильно по нему, и не только я, дети просили. Поэтому обязательно на эти выходные, ну, на следующие я имею в виду, приготовим с вами манник. И порция выпечки любой ваша до 250 граммов. И еще давным-давно не готовила, уже тоже последний раз, наверное, в России это было, шоколадный пирог. Он, кстати, постный, готовится невероятно просто, но он очень вкусный. Особенно, конечно, я его на завтрак ем с кофе, и это просто, ну, супер вкусно. Вы увидите, все с вами приготовим. Итак, с завтраками мы с вами закончили. После завтрака, между завтраком и обедом, если возникает у вас желание перекусить, то перекусываем что-то. Из видео про перекусы это фрукты, это овощные салаты, это немного творога, кусочек сыра, стакан воды теплый тоже обязательно не забывайте. Можно попить теплый чай, какой-нибудь отвар шиповника или ромашки. Здесь в Сербии это популярно, и я привыкла пить чай с ромашки, не ожидала. Дальше нас с вами ждет обед. Обед это всегда суп. Сразу отвечаю на вопрос, потому что все равно он будет, и я сразу отвечу. Обед и ужин, то есть блюда, которые на обед, то есть супы, можно менять с ужином, то есть со вторым, грубо говоря, блюдом, в том случае, если вас не беспокоят эпизоды ночного переедания. Потому что если у вас есть такая проблема, как ночное доедание, заедание, переедание и так далее, тогда ужин должен быть плотным для того, чтобы риски вот таких срывов вечерних свести к минимуму. Если проблем нет, то вы можете спокойно есть суп на ужин. Но я всегда ем суп на обед, и это отличная привычка. Наконец-то мы с вами приготовим борщ.
Как просила моя мама, мы с вами его приготовим на мясном бульоне. Борщ у нас будет на говядине. Борщ я варю на 2 дня. И еще сразу напоминаю, что с той недели у нас 7-й день был суп невесты. То есть первый день у нас будет это еще суп невесты, потому что супы я варю на 2 дня. Дальше мы с вами приготовим борщ с говядиной, наконец-то. Суп на 2 дня. Дальше мы с вами приготовим суп с гречкой, который, кстати, тоже давно не ела, хотя он очень вкусный. И вот Сергей сегодня предложил, давай суп с гречкой сварим. Я говорю, ну вот как раз составляю меню, мы его и приготовим. Суп с гречкой у нас будет тоже на 2 дня. И еще на 2 дня мы с вами приготовим суп-пюре, какой-то овощной, и, наверное, для разнообразия добавим туда курицу. Вот какие овощи я буду использовать, еще не решила. Это все будет зависеть еще от того, что будет на рынке или в магазине. Но однозначно это будет суп-пюре, потому что все их очень любят и с удовольствием едят. Может быть, это будет тыквенный, может быть, будет цветная капуста. Ну, в общем, придумаем. Итак, пообедали. Опять. Если вдруг вам порция супа 400-500 мл показалась маловатой, а особенно в начале такое точно может быть, тогда вы можете поступить следующим образом. Добавить еще полпорции супа, то есть съесть еще, грубо говоря, 250 мл супа, либо уплотнить свой обед за счет перекуса. То есть вы перекусите любым из перекусов, которые входят в метод, и попьете, допустим, чай или выпьете стакан воды. Либо вы пообедаете и потом уже подумаете, может быть, через полчаса ваш мозг получит сигнал о сытости, и вы забудете, заработаетесь, увлечетесь какими-то делами о перекусе. Вот, то есть тут есть разные варианты. Самое главное не терпеть голод. Вот, а пробовать нужно разное. То есть где-то вы уплотните обед, где-то вы знаете, что у вас там много-много всяких задач по работе или много дел дома, и вы даете себе вот такую отсрочку, подумать, нужен ли вам этот перекус. И, возможно, вы спокойно будете себя чувствовать, либо на ходу погрызете яблочко, выпейте стакан воды. Итак, обеды мы с вами закончили. Теперь ужины. Ужины я очень люблю. Ужины – это то, что помогает себя спасать от ночного переедания, потому что до тех пор, пока у меня не появился сытный, плотный ужин за 3 часа до сна, я по ночам посещала холодильник. Поэтому надеюсь, что вам этот совет тоже помогает. Так ли это? Пишите обязательно в комментариях. Итак, на ужин я тоже, в принципе, готовлю в основном на 2 дня. На ужин мы приготовим с вами печень. Печень приготовим просто, она готовится очень быстро. Печень говяжья, если у вас куриная, то можно приготовить куриную, это не важно. И печень буду просто готовить с большим количеством лука, обжаренного в сливочном масле. Это очень-очень просто и невероятно вкусно. На гарнир у нас будет к печени кускус, он готовится тоже быстро, заваривается моментально. Печень с кускусом у нас с вами будет на 2 дня. Дальше, давно не готовила и наконец-то нашла, не то что нашла, я не особо искала, просто попалась приправа карри на глаза. И сейчас... И я ее, естественно, приобрела, потому что сейчас осень, уже скоро зима, и карри это такое согревающее, для меня лично блюдо. Оно наполняет тебя теплом, энергией какой-то солнечной, потому что приправа сама по себе такая яркая. Поэтому мы с вами приготовим курицу в соусе карри. Ну и, конечно, для меня... лучшим дополнением курицы карри все-таки является рис, поэтому на 2 дня у нас с вами будет ужин курицы карри с рисом. Тут вы тоже можете взять либо какие-то куриные запчасти, либо если у вас есть куриное филе, индейку, это, неважно.
Дальше. Один день мы приготовим облегченный вариант без мяса. Мы с вами приготовим два в одном. То есть это будет и основное блюдо, и салат. Это будет салат с тунцом. Он будет, тунец и яйцо будут отвечать за сытость. И еще туда, конечно же, мы добавим овощи для того, чтобы получить их необходимое количество. Вот, один ужин мы приготовим такой, так скажем, ленивый вариант, и основное блюдо, и салат будут все в одном. Дальше. Еще что для меня осень? Осень теперь это моя любимая тыква, потому что раньше, когда я весила 120, я никогда не ела тыкву. Это не значит, что я похудела только из-за тыквы, но я не понимала, зачем ее есть, и как-то вообще так к ней относилась. Тыква. Вот. Потом оказалось, что тыква невероятно вкусная, и что она отлично сочетается и с мясом, и с птицей, и я ее полюбила. Вот, и своей любовью уже поделилась с многими. Я знаю, что многие теперь стали чаще употреблять тыкву. Плюс еще она доступная, недорогая и на самом деле действительно полезная. Поэтому мы с вами приготовим простой ужин в одной сковороде. Мясо, возможно, будет говядина, возможно, курица, не знаю, еще пока не решили. С пшеном и тыквой. Будет тоже вкусно, будет сытно. И на самом деле просто достаточно и полезно. Итак, с ужинами мы закончили. Ваша порция ужина это в среднем 300 грамм. Где-то, если, допустим, это салат с тунцом, то его, конечно же, можно съесть и 400, потому что все-таки основную скрипку там играют овощи. А если будет, допустим, мясо, то я могу съесть и 250, и 300 грамм, потому что, больше как-то не нужно. Обязательно к ужину полагается салат. Салат из свежих овощей, тушеные, пассерованные овощи, овощи, отваренные на пару. В общем, любые овощи, которые вам подходят, которые вы любите и, естественно, которые есть у вас в наличии. Мои салаты на эту неделю. То, что я вам предлагаю. Салат тыква плюс морковка. Тоже абсолютно простой, недорогой и на самом деле вкусный вариант. Я его заправляю растительным маслом и добавляю чеснок. Очень вкусно. Приготовьте, если не готовили раньше. Дальше. Второй день это обычные огурцы плюс помидоры, какой-то салат туда, сладкий перец и так далее. То есть, я думаю, вы знаете варианты. Дальше. Простая отварная свекла, которую я натираю на терке и также заправляю маслом и чесноком. Потому что сейчас все-таки свежих овощей количество у нас ограничено, и поэтому нам на выручку приходят вот такие самые обычные, но тем не менее мной любимые свекла, капуста, тыква и морковка. Следующий день, 4, мы с вами приготовим салат яркий из квашеной капусты, потому что она нам на самом деле тоже замечательно приходит на выручку. Так, день 5 это у нас салат с тунцом. Напоминаю, он у нас и как основное блюдо, и как салат. И еще день 6, 7 мы приготовим тоже большое количество овощной икры. Ее рецепт я показывала. Надеюсь, что у нас будет очень много съемок на следующей неделе, и я ее еще разок вам покажу, чтобы все вот это было так скомпоновано в видео про марафон похудения. Овощная икра тоже готовится просто. Берем все овощи, которые у вас есть: лук, морковку, свеклу, тыкву, томат, пассируем это все, добавляем чеснок, не добавляем чеснок, и получается тоже очень вкусно. И еще плюс недорого, да, все эти овощи нам доступны, и еще можно приготовить сразу много, и это нас выручает, то, что можно каждый день не готовить овощное блюдо. Вот такое у меня получилось меню на следующую неделю. Вот, что еще хотела сказать. Хотела сказать вам большое спасибо за вашу поддержку, потому что, честно, я сегодня прям с тяжелым сердцем шла, готовилась к съемкам, потому что говорю, да,
времени критически не хватало снимать, и я очень сильно из-за этого на самом деле расстраиваюсь, потому что чувствую свою ответственность, но на самом деле вы просто супер, вы отлично справляетесь. Захожу в Вайбер, вижу, что друг друга поддерживаете, постоянно появляются новенькие, и их тепло встречают, помогают. То есть, ну, это на самом деле мечта, что есть, да, такое сообщество, в которое человек, у которого проблемы такие же, как у нас с вами, с лишним весом, с расстройством пищевого поведения, с перееданием, ну и так далее. Вы знаете, о чем я. Может найти единомышленников не в вопросах расстройства, а в вопросах того, как с этим расстройством научиться жить, быть счастливым и не посвящать всю свою жизнь, все свое время, все свои помыслы еде. Поэтому огромное вам спасибо, я вами очень сильно горжусь. Ну и, конечно же, продолжаем. Если мое меню вам понравилось, оцените нашу работу, поставьте, пожалуйста, лайк, я действительно очень стараюсь. Вот. Если до сих пор не подписаны, конечно же, подписывайтесь на канал. Нас все больше, кстати, уже нас 380 тысяч. Огромное вам спасибо за ваше доверие. Это невероятно круто. И будем, конечно, с вами вместе продолжать. Я желаю всем любви, добра. Конечно же, берегите себя. С вами была Мария Мироневич.